Всем привет, дорогие друзья, на канале Пейкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику истории персонажей из игры GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Кендалл Джонсон. Кендалл Джонсон, сестра Карла Джонсона, единственная сестра Карла и Шона Свита Джонсонов. Вероятно, именно этот факт заставляет обоих братьев сильно переживать за ее судьбу. Несмотря на яростное возражение обоих братьев, она стала девушкой-участником конкурирующей банды ацтеков Цезарь Валепандо. Сюжетная линия GTA San Andreas Definitive Edition показывает что чувство, вспыхивающее между Кендалл и Цезарем, самая настоящая любовь. Этот факт обескураживает Свита, который очень однобоко смотрит на ситуацию, из-за чего с Кендалл у него вспыхивают постоянные ссоры. Карл, напротив, со временем проникся уважением к чувствам сестры, а Цезарь даже стал лучшим другом. Раньше Кендалл жила в Гентоне, Лос-Сантос, Сан-Андреас, со своей матерью Беверли Джонсон и тремя братьями Карлом, Шоном Свитом и Брайаном Джонсонами. Была вполне себе обычной девушкой и ладила со всеми в семье. Когда наступил на 1987 год, стали актуальны бандитские разборки, различные преступления. Тогда же погибает Брайан, и предположительно из-за этого Карл покинул Лос-Сантос. Свит и Кендалл стал жить без него и продвигаться в жизни. Свит зарабатывал на нужды семьи грабежами и прочими подработками. Игру в Street Families достигла пика, вновь падал на дно в карьерной лестнице. В какой-то момент в 1992 году Кендалл познакомился с Цезарем Валепандо, лидером банды Warriors Los Aztecом, и начал с ним встречаться, что очень расстроило Свита. Пока Карл жил и работал в Либерти-Сити, игру в Street Families была в упадке. Свит старался изо всех сил, но без толку. Однажды банда Баллас решает ликвидировать Свита в доме Джонсонов, сговорившись с Крэш, и используя для этой миссии зеленый Сейбр. Однако Шона в момент покушения в доме не было, но погибает его мать Беверли. Став свидетелем данного инцидента, наряду с Кендалл, Шон звонит Карлу и просит его вернуться в Лос-Сантос, так как дела в семье идут очень плохо. После сюжета Кендалл стала кем-то вроде бизнес-вумен и решила не бросать дело в казино и гараже, а также поняла, что надо расширять влияние бизнесов, а также, скорее всего, вышла замуж за Цезаря и тесно общалась со своими братьями. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Кендалл изображена умной и прагматичной, что наводит на мысль, что хотя ее братья прибегли к преступлению в качестве последнего средства, чтобы прокормить себя, Кендалл могла добиться успеха в рамках закона, который делает ее мозгом деловых. Начиная с CJ, она обладает предпринимательскими талантами, сильной волей, креативностью и чувством лидерства. На самом деле, именно Кендалл пришла в голову идея позволить деньгам работать на тебя. И когда CJ ответил, я не собираюсь ни в никакой колледж, она ответила, что позаботиться об этом. Это плохо переносит на ее жалобы или самоуспокоенность, из-за чего CJ и другие считают ее немного властной. Примерно этого является миссия перестрелка, когда она обнаружила, что все сидят и играют в покер, отчитывают их, задаваясь вопросом, так ли бы они строили свой бизнес. Кендалл носит зеленую одежду, что указывает на ее принадлежность к семье Грув-Стрит. В бета-версии у Кендалл была другое лицо и одежда. В миссии «Большие ставки», где CJ впервые соглашается участвовать в гонке в машине после ролика с Цезарем, сидит Кендалл, но с измененным скином. Что странно, но Кендалл имеет скин обычный прохожий, который имеет название Бфист.
Судя по всему, в какой-то момент Райдер пытался убить или изнасиловать Кендалла, но безуспешно. Вполне вероятно, что Эдди Пуласки пытался некоторые чувства к Кендаллу. Это можно понять по его репликам в миссии «Жаркий полдень». Единственный полноценный арт Кендалл встречается на невышедших официальных игральных картах по GTA San Andreas. Единственный раз, когда Кендалл называет Карл Си Джея в сюжетной линии, это во время «Король в изгнании». Он также может позвонить Карлу Си Джею, если игрок проиграет гонку с высокими ставками лоу. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Кендалл Джонсона из игры GTA San Andreas Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил Санлапейкмейкер.